be able to be with you today. Для меня это большая честь здесь сегодня перед вами стоять. And I'm grateful for the opportunity to be able to speak to you on the subject of leadership, especially in today's situation. Что сегодня у меня есть возможность поговорить с вами о лидерстве, особенно учитывая сегодняшнюю ситуацию. I feel as if this is a subject that I've learned a lot about, and yet it is a subject that there is so much that I don't know. Вы знаете, я сейчас ощущаю себя так, как будто вот тема лидерства – это тема, о которой я уже многое знаю, но еще больше мне еще самому предстоит понять в этой теме. Because working among God's people is both a joy and a challenge. Вы знаете, да, что работать с Божьим народом – это, с одной стороны, радость, с другой стороны, это вызов. Because, as we all know, the church is not perfect. Мы же все с вами знаем, да, что церковь – это, конечно же, не нечто совершенное. Because it's made up of people. Потому что состоит церковь из людей. And we make mistakes. А мы с вами допускаем ошибки. And we are often at very different levels of maturity in our faith. Как правило, разные христиане находятся на разном уровне духовной зрелости своей веры. Our congregations are made up of people who may know the Bible very, very well. В наших общинах могут быть, допустим, люди, которые очень хорошо Библию знают. And others who don't even know where the books of the Bible are at. Есть люди, которые не могут даже библейскую книгу открыть, они не знают, где она находится в Библии. And so a part of the challenge of leadership in our modern day И поэтому для лидера в наше время это вызов. is being able to connect with people no matter what level they are at in their walk of вызов faith. в чем состоит, в чем трудность? То есть нужно наладить связи со всеми людьми, независимо от их уровня. I was very excited to hear what Irina Leonidova said earlier. Знаете, мне было очень приятно услышать то, что сегодня утром говорила Ирина Леонидовна. And I'm grateful for the partnership that is developed. Вы знаете, я очень рада этому партнерству, которое сложилось между нашими учебными заведениями. Because of the opportunity that it gives the church to be able to impact our world. Потому что благодаря этому партнерству у церкви появляются новые возможности воздействовать на окружающий мир. To go into schools that perhaps we could not have gotten into before. Вы знаете, это возможность доступа в школы, да, которого раньше даже теоретически не было. Having documents that we can carry with us to say, I'm allowed to be here. Это официальные документы государственные, да, которые подтверждают, что вы имеете на это право. I remember probably about 17, 18 years ago. Вот я помню время где-то 17-18 лет назад. In Mariupol, we had managed to bring in a container of some clothing and other things for orphanage school number 1. Мы в Мариуполь смогли привезти целый контейнер благотворительной помощи, одежды, других вещей для интерната номер 1 в Мариуполе. And then I went in there and they allowed me to remodel a classroom and I set up for them a computer room. И вы знаете, как бы интернат нас нормально принял, нам разрешили отремонтировать классную комнату. Мы закупили для них компьютеры в эту классную комнату. I believe that the word is, let's see, хитрый. Но мне кажется, вот слово как раз вот тут подходящее, я хочу русское найти, хитрый, да, вот слово. Not in the bad sense, but perhaps in a good sense. Вы знаете, хитрый же не всегда там очень плохо. Знаете, хитрый может быть в чем-то и хорошо, иногда хитрость бывает, да? And after I had done those things, I approached the director of the я orphanage. постарался быть хитрым, таким проницательным, да? Вот мы столько сделали для интерната, все это отремонтировали, и я после этого, прихожу к директору этого интерната. And said, we would like to spend some time with 9A one week and 9B the next week. И говорю, можно мы проведем занятия вот на этой неделе с 9А, а на следующем с 9Б. And teach them Christian ethics. Просто по христианской этике. And so I began to do that. И нам разрешили, мы начали эту работу. Our brother Denise Zoltaruk? Yes,
Zolotaryov Вот наш was here брат just earlier, Денис Золотарев, который был немного раньше здесь, and he and his wife were sitting in my very first class in он that вместе со orphanage. своей будущей женой, теперешней женой, были одними из первых учеников, которые сидели тогда в классе, когда я пришел туда преподавать. And it was a pleasure to be able to meet with them week after week, Какое это было удовольствие встречаться с этими детьми из-за недели в неделю. and then to see them involved with the church, А потом мы увидели, как они начали принимать активное участие в жизни церкви. and then for them to be obedient to the gospel, После этого они приняли Евангелие. and then to see the two of them get married. А потом было замечательно, это просто было прекрасно, когда они поженились. And I can't describe to you the joy that I feel every time I get to see this young Christian family. И я не могу вам передать, как мне радостно всякий раз, когда я вижу эту молодую христианскую семью. We serve an amazing God Мы с вами служим удивительному Богу. who opens up opportunities for us to serve Him. Постоянно перед нами какие-то возможности открывает, дает нам возможности, чтобы мы Ему послужили. Our responsibility is to be faithful to those doors which He opens. Но на нас лежит ответственность, чтобы войти в те двери, которые Он перед нами открывает. And whenever those doors are opened, to do as much good as we can possibly do. И как только мы видим открытую дверь, мы должны как можно больше сделать чего-то хорошего. And especially to share the gospel of Jesus Christ. И главное, это хорошее, в чем заключается? В том, чтобы рассказать Евангелие Иисуса Христа. Because the entire world needs to hear about our Lord and Savior. Потому что весь мир нуждается в том, чтобы услышать о Господе, о Спасителе. And so as we bring people to the knowledge of the truth, И когда мы рассказываем людям, даем им знания о истине, we as leaders have the opportunity and the responsibility to help people to grow in their faith. потом у нас, у лидеров общины, появляется новая обязанность помогать этим людям возрастать в этой вере. To grant them the chance to use the gifts that God has given to them. Мы должны дать этим людям возможность послужить тем даром, которым Господь их наделил. To help them so that when God opens doors to them, that they are equipped to go through them. Нам нужно так им помочь, так их подготовить, чтобы когда Бог перед ними открыл какую-то дверь, они готовы были в нее войти. I've had the privilege of traveling to many places around the world. Вы знаете, мне выпала такая возможность замечательная путешествовать, ездить в разные страны. In the last 9 years, I think that I have visited about 40 nations. А вот за последние 9 лет я посетил примерно 40 разных стран. Because my role as our Dean of International Schools took me to visit our Дело в том, что schools. до этого я исполнял обязанности декана Международного отделения нашего института, и поэтому я ездил в разные наши филиалы. And we have about 76 of those institutes У at нас this point. таких примерно 76 сейчас филиалов или школ, с которыми мы сотрудничаем по всему миру. And what I've seen in many places, I think is also somewhat true here in Ukraine. Вы знаете, что я наблюдаю во многих странах, в какой-то степени можно сказать и в Украине. Many congregations are struggling, first of all, to keep the people that they have. В многих общинах есть проблема с численностью, то есть им трудно даже удержать тех членов общины, которые есть на данный момент. And many congregations are also struggling with trying to approach and impact new people. И у многих общин проблема с тем, чтобы как-то достучаться до новых людей, как-то их заинтересовать, как-то их приводить. And I think there seems to be a diminishing supply of leaders in the Lord's church Еще, worldwide. что я заметил, сейчас такая мировая нехорошая тенденция пошла, что лидеров в церквах катастрофически не хватает. То есть уменьшается количество лидеров церкви. And it can happen very easily and very И innocently. вы знаете, начинаться все может так как бы незаметно и невинно. The congregation in the center of town, for example, loses 2 of its primary leaders because in their age they've decided that they want to spend more time with their grandchildren, and so they move away. Например, как это все может произойти? Вот какой-то город, в центре города есть община,
И вот неожиданно, ни с того ни с сего, двое из, так сказать, основных лидеров общины, они говорят, что мы уходим на пенсию, и они переезжают куда-то за город или вообще в другое место переезжают, чтобы больше время проводить с семьей. И община теряет двух основных своих лидеров. And so then it becomes difficult for the congregation because in becoming leaderless, they don't know where to go, they don't know what to do. И вот так вот, оказавшись без вот своих как бы лидеров, которые их долго вели, община становится очень беспомощна, они как бы не совсем понимают, в каком направлении двигаться. Or, for example, you have a brotherhood ministry that someone started 40 years ago. Или, допустим, есть в церкви какое-то служение, да, и это служение кто-то давным-давно начал, много лет назад. And that ministry has done much good in the area. И вот какое-то служение ведет церковь, ну, в городе, например, какое-то служение, и очень плодотворное, результативное, хорошее служение, много лет ведется. And the person worked very, very hard and did so much of it on their own. И есть как бы лидер этого служения, он его ведет многие годы, он большую часть работы на себе несет. And then they die. Потом этот человек умирает. And then no one knows what to do with this ministry. А никто понятия не имеет, как он это все делал. No one has the vision to guide it. Ни у кого нет даже видения, как это делать. And so it eventually just dies itself. И служение просто умирает. Or you think of a congregation Или представьте себе такую общину. that has been meeting for a number of years. Община уже многие годы собирается. They have a preacher that's there that's working with them. У них есть проповедник, он там служит. And they have a sponsor in another country that has been making all of that possible. Ну, например, что община, вот она, как бы у них есть община, которая их поддерживает в другой стране, и много лет они им помогают финансово. And then one day the preacher gets an email saying that the congregation that has been supporting him has had a split. Ну, а потом, вот, и они помогают этой общине, они поддерживают этого проповедника, чтобы он работал в общине. Но потом приходит день, проповеднику приходит письмо и говорит, вот, ну, что это община, которая вас поддерживала, у нас тут раскол произошел. And so they will not be Мы sending не any more сможем money вас to help больше the church or финансово to support the поддерживать, preacher. поэтому ни проповеднику больше денег не сможем помогать, присылать, ни общине вашей не сможем больше помогать. The preacher needs to feed his family, А проповеднику семью-то кормить нужно. and so he moves away and takes a job somewhere. И, например, он находит работу, но работа требует, чтобы он куда-то переехал, он переезжает и работает. Some of the members may get together on Sunday morning, Члены церкви, ну, по воскресеньям еще пытаются собираться, but they really have not been equipped Но to они- really do anything. они не готовы как-то что-то делать, они не готовы вести. And they certainly don't have the finances to do what they were doing И before. у них финансов нет, то есть те проекты, которые они раньше делали, не требовали финансов, у них нет на это теперь денег. These are just 3 examples of what can happen to a leadership. То есть это вот таких просто 3 примера, что может произойти действительно с лидерами общины. And there is therefore a void, I think, within congregations of leadership development. И я считаю, что это все указывает на то, что в наших общинах явно есть пробел большой в воспитании следующих лидеров, то есть как бы замены лидеров. When we talk about a leadership crisis, we have to understand that there are generally just 2 reasons for the existence of that crisis. Вы знаете, если говорить о таком понятии, как кризис лидерства в общине, то, как правило, вот 2 причины есть этому кризису. One reason can be a lack of resources. Иногда причина кризиса – это недостаток финансов, ресурсов. And very often the resource that is most usually lacking is people. Ресурсов. То есть в данном случае вот под ресурсами в первую очередь, я хочу сказать, это люди. Люди – это тоже ресурс. A shortage of potential leaders. То есть, может, в общине нет как бы, ну, вот следующего как бы поколения лидера. То есть вы не видите человека, который потенциально может стать лидером. And then the second thing, which is often problematic, А вторая проблема, почему кризис в лидерстве может возникнуть, is a lack of process. это то, что процесса самого нет. Because there is no set way among them
to be able to develop То есть leaders. в общине нет программы, то есть нет такого служения, потому чтобы готовить следующих лидеров. This is not a new problem, of course. И я вам хочу сказать, проблема не нова. You remember the story from Exodus chapter 18. Если вы помните Исход 18 главу, история там есть. Jethro, the father-in-law of Moses, comes to see him И in the Афор, wilderness. да, тесть Моисея приходит к нему в пустыню, встретиться с ним. He brings Moses' wife and their children with him. Он приводит с собой жену Моисея, детей. And the one day he comes and he observes that Moses is judging the people from sunup to И он sundown. там целый день сидит, наблюдает, что же Моисей делает. А тот с утра, с рассвета до заката только и делает, что судит людей. Да, вот приходят к нему, чтобы он помог рассудить. And Jethro says to Moses, the thing that you're doing is not good. И Афор Моисею говорит, это нехорошо. Это нехорошо то, что ты делаешь. You wear yourself out by doing everything yourself, and you'll wear out the people as they wait for you. Смотри, ты сам изнемогаешь, у тебя сил нет. И народ изнемогает, сидит целый день, тебя ждет. In this context, the problem was not enough people. То есть, смотрите, в этом контексте проблема была не в том, что не было людей потенциальных. Because Jethro advises his son-in-law, Потому что Иофор тогда говорит Моисею. and he says, choose some people from within Israel who can be leaders of thousands, of hundreds, of fifties, and tens. Он говорит, ты выбери сынов Израилева достойными, поставь их, да, над 1000, над сотней, над 50, над 10. Make sure that they are trustworthy men. Но ты должен удостовериться, что это надежные люди. And so all of these men were found. И нашли этих людей. The problem was Moses didn't have a process. То есть проблема не в том, что людей не было. Проблема в том, что Моисей не предусмотрел этот процесс. And so in verses 20 and 21, Jethro says to Moses that you need to have them come and you teach them the law. И дальше Иофор в 20-21 стихе говорит, ты, говорит, должен сделать так, чтобы они к тебе пришли, и ты научишь их, ты им расскажешь закон. Here is your curriculum of what they must know. То есть вот тебе учебный план, вот чему ты их должен научить. And then secondly, И второе, you need to allow them to solve the less difficult problems. ты должен сначала им позволить, то есть отдай им такие более простые дела, и позволь им самим рассудить в этих простых делах. And so you empower them to go and to do these things while you help them. То есть ты дай им, надели их полномочиями, чтобы они могли это делать, а ты там просто будешь находиться в помощь им. So once this process was begun, И когда процесс был запущен, leadership developed within в Israel. Израиле начал такой развиваться институт лидерства. And so Moses wasn't worn out, И уже и Моисей не так уставал, and the people were not worn out. и народ не так уставал. In many congregations, Во многих общинах we don't give very much thought or attention to the development of leaders. не думают, не особенно обращают внимание на то, чтобы готовить следующее поколение или следующую волну лидеров. I have sort of a saying which I've shared many times, Вы знаете, есть у меня такая поговорка, я ее люблю иногда повторять. and that is that a leader does nothing alone. Лидер ничего не делает сам. He or she should always have someone with them who is observing them. Когда лидер что-то делает, рядом находиться должен еще кто-то, который смотрит за тем, как лидер это делает. If I am a leader Если я лидер в чем-то, and there's no one with me, и со мной рядом никого нет, who am I leading? кого я веду за собой? No Кому one. я лидер? Я никому не лидер. I'm just a worker. Я просто работник. That's not a leader. Это уже не лидерство. When we look into the ministry of Jesus, Если мы с вами изучим служение Иисуса, Jesus passed on the mantle of leadership to his disciples. то мы видим, что он как бы передал вот эту вот эстафету лидерства своим ученикам. Jesus knew that his time was limited. Иисус прекрасно знал, что его время ограничено.
And so he would even say to his disciples in John chapter 14, И в Иоанна 14 главе он говорит своим ученикам: I'm going to be going away, and you know where I'm going. «Я ухожу, вы знаете, куда я иду». Now, they were a little bit confused over Ну, that, они там не совсем еще это, конечно, понимали, не до конца. but nonetheless, they had been spending 3.5 years with Тем не Jesus. менее, к тому времени они уже 3,5 года с ним провели. Jesus had confidence that his disciples would carry on his work. Иисус был уверен, что ученики его дело продолжат. And so he would say in John chapter 14, verse 12, Поэтому Иоанна 14:12 он говорит им: I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». So Jesus recruited leaders, То есть, смотрите, он находил лидеров he trained и leaders, воспитывал их, обучал их, and he deployed leaders. и давал им потом работу. Jesus knew what it took in order to have someone be able to serve in leadership. То есть Иисус знал, что требуется для того, чтобы человек действительно взял на себя вот это служение лидерское. We see the same thing in the life of the Apostle Paul with Timothy. Интересно, что в жизни апостола Павла мы наблюдаем точно такую же картину в его работе с Тимофеем. According to Acts chapter 16, verses 1 through 3, Вот Деяния 16 глава с 1 по 3 стих. Paul took Timothy to himself and he mentored him. Вот Павел как бы взял Тимофея, да, и обучал его, был его наставником. He recruited him to be with him in whatever he did. То есть, по сути, он целенаправленно брал его везде с собой. According to 1 Corinthians 4, verse 17, 1 Коринфянам 4:17. Paul sent Timothy on important assignments. Павел отсылает Тимофея выполнять очень важные задания, работу. Thirdly, Третье. Paul took the time to praise Timothy in front of other people. Павел не забывал хвалить Тимофея в присутствии других людей. Just as he did in Philippians chapter 2, verses 19 through Это мы 22. видим, например, в послании к филиппийцам, 2 глава с 19 по 22 стих. Where he would say, I have no one like him. Он там говорит: «Нет подобного у меня Тимофею». He is the kind of person that I can really trust and send out to do the То things есть that я I want him to ему do. доверяю. Вот его я могу послать выполнить любую работу. Paul also knew that his time was limited. Павел тоже знал, что его время не безгранично, оно ограничено. And so before he departed, he commended Timothy to others. Поэтому перед тем, как он ушел, да, он считал необходимым вот так вот, ну, как бы представить Тимофея другим, похвалить его. And he prepared him to carry on the И он ministry приготовил that he had Тимофея begun. к тому, чтобы он дальше нес служение. We probably have a lot of good examples in the Bible about this kind of leadership being carried on. И вы знаете, в Библии много подобных примеров, да, как передавалась эстафета лидерства дальше. But we also have examples of the failure of leadership development. Но у нас есть примеры и неудач. Неудач в том, да, как вот эта эстафета не передавалась, как провалы были в лидерстве. Think about what you read in the book of Judges, for example. Если вы вспомните книги Судей, например. The people were faithful as long as Moses lived. Смотрите, народ оставался верным, пока Моисей был жив. The people were faithful as long as Joshua and the elders were around. Пока Иисус Навин и старейшины живы еще были, с народом были, народ тоже оставался верным. But then after they were gone, А помните, когда они умерли? each man did what was right in his own Написано, mind. что каждый человек поступал по убеждению собственного ума. The kind of leaders that the children of Israel needed were no longer То there. есть не было среди них уже таких лидеров, в которых они нуждались. Just think about all that we can read about the various kings of Israel and of Judah. Вспомните, да, что мы можем прочесть, что творили цари, как Израиля, так и Иудеи. Good fathers, bad sons. Помните, хорошие отцы были, плохие сыновья. Bad fathers, good Были sons. что плохие отцы, а хорошие сыновья были. But many
parents also did not pass along the kind of faith К that сожалению, their children К needed. сожалению, многие родители не смогли привить и передать своим детям веру. In Acts chapter 13 В Деяниях, 13 главе, and in verse 36, 36 стихе, it says, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. говорится, что когда Давид совершил служение Божье в своем поколении, это такой дословный перевод с английского, он почил. David was ready for the time when he would no longer be among his people. Давид был готов. Он был готов к тому, чтобы отойти. So he spoke to Solomon's mother and said, your boy will be king. Он поговорил с матерью Соломона, сказал ей, что твой сын станет царем. He spoke to the prophet and said, Solomon is going to be king. И пророку он сказал, что Соломон будет следующим царем. And when one of the other sons tried to become И king, когда другой сын попытался воцариться, David made sure that he had the crown and was recognized as the king. тогда Давид сделал все для того, чтобы удостовериться, кто получит корону. A clear handing off of leadership and responsibility. То есть, смотрите, здесь мы видим четкое понимание человека своей ответственности, да, за вот этот вот процесс того, чтобы лидерство передать дальше. It sort of reminds me of when I was young. Это мне напоминает молодость мою. I had 3 sisters and no brother. У нас в семье, нас было 4, у меня было 3 сестры, ни одного брата не было. 2 older and 1 younger У меня sister. 2 старшие сестры, 1 младшая была. And when my mother would leave the house, she said, while I am gone, the oldest daughter, Anita, is in charge. И мама, когда с дома уходила, она всегда говорила, так, пока меня нет, Анита, это старшая моя сестра, Анита среди вас главная. And so I was expected to listen to her. То есть я должен был во всем Аниту слушаться. Why am I listening to her? А чего я должен ее слушаться? I mean, she's only 3 years older Она than me, всего на 3 года меня старше, and I'm 5 years old. а мне уже 5. So I didn't listen well, and she didn't lead well. Ну, вы знаете, признаюсь, да, и не я не слушался особенно, ну, не она не очень так хорошо нами руководила. We don't have time to talk about all the ways I was abused as a Вы child. знаете, нет у меня сейчас времени вот, жаловаться вам, как надо мной издевались в детстве. I really wasn't. На самом деле я шучу, конечно. My oldest sister lacked the skills at that age to be able to handle a boy such as myself. Ну, вы знаете, просто у моей сестры старшей, ну, не хватало навыков в том возрасте еще правильно руководить таким ребенком, как я. So it's not just a matter of saying, oh, here is the leader. Поэтому недостаточно сказать, так, вот это лидер, все, вот это ваш лидер. We need a leader, first of all, in our church context of great faith. Если мы говорим о церкви, то недостаточно сказать, что вот лидер и держите его. Нет. Во-первых, у лидера должны быть такие качества, как крепкая вера. They also have to have the skills to be able to lead. И навыки должны быть лидера. They also have to have even the desire, the healthy desire to lead. А еще должно быть здоровое желание руководить. Но, подчеркну, здоровое желание. And what I'm talking about right now О чем я говорю? is making sure that the congregation that we're a part of understands То есть нужно удостовериться, что община, частью которой мы являемся, понимает, that in the event that I am gone, что в случае, если меня не станет, if I were to die in a road accident, если вдруг я в автокатастрофе погибну, that we know where we are going as a община congregation. должна знать, куда она дальше идет, как это дело продолжается дальше. And we need to be confident that the person that is left behind to lead us meets all of the И мы qualifications должны that they should. знать, что вот этот преемник, да, люди, которые готовятся стать лидерами, что они обладают необходимыми качествами, багажом качеств для того, чтобы довести дальше общину. Now, the way that I'm talking makes it sound as if we're back in Israel. Вы знаете, вот то, как я сейчас рассказываю, может создать у вас впечатление, как будто мы живем в те дни, когда Израиль еще вот жил. Where if the numbers add up based upon what we think was there and what
he was supposed to find would come out somewhere around 100,000 leaders in Israel. И как будто бы вот так легко найти таких лидеров, да, как тогда, когда Моисей вот, распределял полномочия, что у него их сотни, тысячи таких людей были. And I don't know about your congregation, Ну, я не знаю, как в ваших общинах, but my congregation doesn't have that many waiting leaders. но в моей общине нет такого прям вот списка желающих, которые вот-вот сразу готовы стать лидерами, если что, если понадобится. Again, maybe yours do. Ну, у вас, может быть, как раз есть такой список, да, желающих, готовых. But we must begin to develop the ones whom we have. Но наша задача как общины начать работать с теми, какие есть. Let me quiz you a little bit. Так, у меня для вас тест небольшой. I love tests. Ох, я обожаю эти тесты вообще. And I have been accused of giving difficult tests. Меня, кстати, недавно обвинили, что у меня тесты я даю сложные. I don't believe it for a Вообще не moment. верю вообще ни одному слову. No comments from the people in this Комментарии от room. студентов не принимаю. What is the fruit of a disciple? Скажите мне, назовите мне плод ученика. Another disciple. Another disciple. Еще один ученик. Very good. Хорошо. What is the fruit of a leader? А плод лидера? Another leader. Aha. What is the fruit of a congregation? А плод общины? Another Плод congregation. общины. You're brilliant. Какие вы умные, а? I didn't hear a single person say when I asked what is the fruit of a leader, oh, a follower. Я не услышал, чтобы кто-нибудь сказал, вот в чем плод лидера, и никто из вас не сказал последователь. The fruit of a leader is another leader. Потому что действительно плод лидера – это еще один лидер. And so one of the things that we need to do is make sure that we are bearing fruit as leaders within our congregations. Поэтому мы, будучи лидерами своей общины, должны делать все, чтобы мы, как лидеры, приносили плод своей общине. Now you can teach someone, probably, you can teach someone everything you know. Ну, скорее всего, вы можете кого-то научить всему, что вы знаете. But you can only reproduce what you are. Но вы знаете, что воспроизвести вы можете только то, чем сами являетесь. So if I myself am not really a leader, Поэтому если я сам на самом деле никакой не лидер, then what I'm going to reproduce is not really a то leader. и я воспроизведу никакого не лидера на самом деле. So it sort of begins with us, does it То not? есть понимаете как, да? С нас все начинается, с нас самих. Are we doing the work of a leader? Сами мы несем это служение лидеров. I think one of the things that we need within our congregations is what I would call a culture of leadership. Вы знаете, мне кажется, в общинах наших очень сильно нужно то, что я называю культурой лидерства. Now, in order to have that culture of leadership, first of all, I think we need to identify a clear ministry direction. Вы знаете, для того, чтобы культуру лидерства привить общине, нужно вообще самой общине определиться, да, с направлением. В каком направлении идет наша община? A leader with a vision for what needs to be done and where we are going is sort of like a compass. Вы знаете, лидер общины, который знает, в каком направлении движется община, чем мы занимаемся, имеет как бы видение будущего, он становится для общины своеобразным компасом. We know where we're trying to go. And yes, we're going to make small adjustments along the way, but we're still going this То есть, direction. если он четко видит цель, к которой община идет, да, иногда мы можем немножечко там вот варьировать, да, свои шаги какие-то, но все равно двигаясь к этой цели. And we know that we have to stop and do certain things along the way in order to get there. И иногда мы понимаем, да, что идя к цели, иногда можно сказать так, вот образно придется останавливаться, что-то может быть переосмыслить, что-то немножечко по-другому сделать. Our congregations are no different than that. И вы поймите, что наши общины, они точно такие же. Now, as a leader within the church, I need to understand what a mature Christian looks like. Вот я, если я лидер своей общины, я должен понимать, кто такой зрелый христианин. I hope that I'm one, Ну, я надеюсь, что я сам, конечно, им прежде всего являюсь. because it's hard to
model something and teach something that you don't already do? Как ты можешь показывать пример чего-то, да, и учить чему-то, что ты сам еще не делаешь? I mean, ultimately, we want to present everyone mature or complete in Christ. То есть мы же стремимся к тому, чтобы все мы были зрелыми во Христе, то есть такими наполненными. And if I haven't practiced in my life those things which have helped me grow and mature, I can't really pass it on to somebody else. Если я в своей жизни не практикую то, что помогает мне постоянно возрастать, становиться еще более зрелым, я не смогу это передать другим. All I can do is shake my finger and say, you need to do this. Я буду только на них вот так вот, знаете, пальчиком их махать, говорить, почему это не делаешь, а почему ты так не делаешь, и все. Instead of saying, you need to pray, Вместо того, чтобы сказать, ты должен молиться, I need to take someone alongside of me я должен человека подвести к себе and pray with и them вместе с ним помолиться. and help them learn how to pray in all of its forms. Чтобы он на моем примере научился, как можно по-разному молиться, потому что формы бывают разные молитвы. Instead of saying, you need to go out and do evangelism, Вместо того, чтобы сказать, так, идите на евангелизацию. come with me and we're going to do Пойдем evangelism. на евангелизацию, вместе это сделаем. Just watch me for a little while, Вот понаблюдай, как я это делаю. and then after you've seen it for a while, we'll do it А потом together. вместе будем это делать. And on with every other thing that we would expect a mature Christian to be able to То есть do. и это относится ко всем сферам. То есть это то, как должен поступать зрелый христианин. We need to understand where we are trying to get these people in terms of their То spirituality. есть нужно понимать, к какой духовности ты хочешь довести этого человека, то есть видеть эту цель. But we must also have a vision for why, in the providence of God, my congregation has been placed where it is at this particular time. Но вы знаете еще, что очень важно? Нужно иметь правильное видение и понимание. Почему? И задумываться над таким вопросом, почему Бог в своем провидении поместил нашу общину именно здесь и именно в это время. I mentioned earlier about orphanage school number 1 on the left bank of Mariupol. Я упоминала уже Мариупольский интернат номер 1, который находится на левом береге Мариуполя. And to be sure, I got into some places that other members would not have been able to get into. And I understand that that was only because of who I was. И я понимаю, да, что я как бы получил доступ к этому интернату вот благодаря тому, что мы сделали, да, то есть вот я оказался в таком положении, что меня пустили, другого могли бы не пустить. Whether that was the orphanage or the work that we did at the hospital. Это была и работа в детском этом интернате, также мы вели работу в больнице. Or other things. То есть это могут быть такие служения, это могут быть служения в других местах. But we had a direction in which we were going with the congregation in terms of what we did. Но у нас в общине был четкий как бы план выработан, да, вот такой мы выработали перед собой как бы вот направление, в котором мы шли. We were first teaching ethics at the orphanage. Когда мы начали работать в интернате, мы начали с чего? Мы начали с этики, мы преподавали этику. And then we were teaching about Christ. Потом мы начали говорить им о Христе. Pretty soon we were not just going to the orphanage, but the orphans were coming to us. И уже довольно-таки скоро не только мы ездили в этот интернат, а дети с интерната приходили к нам в церковь. A couple of years later, we had up to 15 orphans living in our building. Спустя несколько лет в нашем здании церкви мы организовали помещение, где жили выпускники этого интерната. Including Denise and 15 his wife. человек, и в том числе Денис и его жена будущая. And that went on for several years. Это служение у нас продолжалось несколько лет. And God used the congregation, I think, in a very important way to do that. И мне кажется, тогда Господь именно посредством нашей общины провел эту очень важную работу. But then circumstances changed. Но потом обстоятельства
изменились. And so the direction that the congregation was using to get out into the community and do things changed. То есть изменились обстоятельства, и пришлось менять, да, работу общины. То есть если раньше община работала, вот такие проекты вела, то пришлось перестраивать их. On a large ocean-going ship, the captain doesn't steer the ship. Вы знаете, да, что когда есть большой пароход или большой лайнер, допустим, круизный, то за этим, как штурвалом стоит не капитан корабля. There is some crew member who actually stands and does all of that. Ну, специально есть штурман, да, это называется, он стоит и он направляет корабль. It takes the captain to determine and tell that person where we're going. А куда ехать, определяет капитан. И капитан должен штурману сообщить, куда нужно направляться. And so, even within our congregations, Так и в наших общинах. we need leaders who understand the storms that are on the sea at this time. Нужно иметь обязательно лидеров общины, которые видят, какие, может быть, такие вот шторма происходят. Да, что штормит общину. They understand where the winds are leading. Они должны понимать, откуда ветра дуют. And so they make the course corrections that are И necessary. для этого они как бы делают корректировки в курсе, когда прокладывают курс. Because they are visionary leaders. Потому что это такие лидеры, у которых есть такое живое видение, то есть способность видеть. For an example of that, Например, perhaps you have seen this before. может быть, вы нечто подобное уже видели. Okay, so this is something that exists for businesses, for well, let me start with this. That's not supposed to be like that. It's called an S-curve. S-curve. Это вот как бы это называется кривая в форме S, S-кривая. And so life sort of starts off and goes like that. Ну, это такая вот модель, да, и вот этой кривой показывается, что вот жизнь начинается примерно так. When we're young, we're growing up and we're getting stronger, and then we sort of plateau with our abilities and strength and Смотрите, это как бы everything. такой график человеческой жизни. Вот в расцвете жизни мы становимся сильнее и сильнее, да, и в какой-то момент мы достигаем высшей точки, потом у нас такая вот плато это называется, да, то есть вот долго мы как бы стоим на одном уровне, мы как бы так мужаем, но никуда как бы ни ниже, ни выше не переходим. We all want this, but most of us get this. И хотелось бы, конечно, чтобы потом в преклонных годах нам бы вот так вот идти по наклонной, но в реальности получается не так, а вот так вот, как, знаете, сразу вниз. Okay, and very often this is what may happen with a business. It may happen with a church. Но вы знаете, такая схема, она очень как бы, эти схемы используют в разных сферах, например, бизнес очень часто использует такие схемы. И я вам хочу сказать, к сожалению, к общинам такая схема в жизни тоже применима. Она действует, к сожалению. I'm still talking about leaders who are visionary. Но я по-прежнему с вами говорю о лидерах, которые обладают видением. So a congregation should probably start looking like this. И вот представьте, вот начинает община, вот жизнь общины, да, вот так вот она идет, потом где-то стабилизировалась. And what a visionary leader does is he recognizes the И вот plateau. если лидер обладает видением, он начинает замечать, так все, община вот дошла до этой точки, когда мы уже стоим на месте, мы не Now растем. he can make a choice now. И лидер в такой момент должен принять решение. Will I ride this thing all the way down to the Ну bottom? что, покатимся вниз? Or Или will I start a new S-curve? начнем предлагать усилия, и новая кривая у нас наверх пойдет. And as I reach the apex again, И will когда I мы start достигнем a опять new вот этот вот S-curve? точки, где у нас опять мы начнется вот это вот на одной уровне, то есть не растем, тогда нужно новое что-то делать, новые усилия предпринимать, чтобы эта кривая постоянно дальше росла, когда мы видим, что мы достигаем предела.
this, if we were to take the time to study out church development and growth planning, we would find this to be the optimal situation in growing Вы congregations. знаете, если бы у нас было больше времени, мы проводили бы непосредственно семинар по развитию церкви, по росту церкви, то я вам хочу сказать, что это модель, которая работает в растущих церквях. То есть только по такой модели мы видим долгосрочную, успешную жизнь общины. And none of these are the same. При этом каждая из этих кривых не похожа на другие. We're not talking about doing the same and only doing it harder. То есть, смотрите, это не то, что община продолжает делать то же самое, просто вот тут мы теперь поднапряглись. We started out this way, Нет. Street preaching. Например, вот так вот община растет благодаря тому, что мы много евангелизируем на улице. And then the people stop paying attention to Но us. потом мы видим, не слушают, вообще не обращают внимания. And so then we started going into the schools. Тогда мы переориентировались, пошли в школы. And then we took on a new meeting location. Со временем, да, перестала работать. Мы, допустим, переехали в другую, больший зал, например, здание, большую церковь появилось. And that opened up other opportunities. Как вы понимаете, новое здание тоже новые возможности. And then we started working with refugees. Тут потом дальше, давай, вот что теперь можно взять? Начали новое служение, например, с переселенцами. So, as leaders, we need to be able to see what is coming up on us and not simply to be reactionary. Смотрите, лидеры, хорошие, мудрые лидеры, они умеют прогнозировать, что дальше произойдет. То есть лидеры, они не должны реагировать уже на то, что произошло, а прогнозировать, что произойдет должны. When we look into the life and the ministry of Joshua, Если мы почитаем и разберем жизнь Иисуса Навина, he had been mentored by Moses for many years. помните, Моисей долгие годы был его наставником. He was commissioned by Moses really to do, two basic things. И Моисей ему, по сути, поручил только две такие важные вещи. The thing that everyone was thinking about was going into the land. Все думали, что он ему поручил, чтобы пошел в землю обетованную. But Joshua was reminded by Moses and by those who were spiritual enough that first and foremost, Но Моисей и другие духовные лидеры народа напомнили Иисусу Навину еще о самом важном, he needed to be a spiritual leader who held to the Word of God. что первое, что он должен был делать, это оставаться верным Божьему Слову. And then as they came around and finally entered the land, there were all sorts of different building blocks that came to the children of Israel. И потом, когда они уже вошли в эту землю обетованную, можно сказать, у них вот этих вот этапов было много, этапов вот такого, строительства, что ли, вот таких отдельных, отдельных кирпичиков их строительства. And I would submit to us today Я бы хотел нам всем сказать сегодня, that doing the things that we're talking about right now are just as much a part of being a leader as anything else that we usually think about or that we're going to talk about again in a few minutes. вот то, что я только что говорил, да, и что должен делать лидер общины, это очень важная часть работы именно лидера. Потому что часто, когда мы говорим о том, что должен делать лидер, мы думаем о другом. Но это точно так же важно. О том другом мы тоже сегодня с вами поговорим. Are we teaching other people to do something like this? Учим ли мы людей делать нечто подобное? Are we helping those who lead in our ministries and our congregations to recognize the changes around them? Помогаем ли мы людям нашей общины, которые возглавляют разные служения, заметить перемены, которые вокруг нас происходят, и реагировать на них правильно? I want to encourage us to shoulder tap people who can follow along with us. Я вас очень призываю, если вы видите, что человек действительно способный, и он может пойти за вами,
то не бойтесь подойти, так, знаете, и похлопать его по плечу, и сказать, давай, да? And then give them the knowledge И and the после этого skills передайте to ему lead. знания, научите его навыкам, необходимым для того, чтобы он тоже стал лидером. I hope that opens up to the things that I really want to talk И я about надеюсь, что after это the станет break. хорошим введением к той теме, которую я очень хочу с вами раскрыть на следующем часе.